Mixy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим отличные гибридные наушники от компании Zigat стоимостью $229. И приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании, а также указано название этой новой модели Odyssey. Но тут уже находятся технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и 3 арматурных излучателя от Knowles для средних и высоких частот, но чувствительность составляет 104 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом. Поэтому сразу скажу, что это очень легкие на раскачку наушники, и для них не нужен какой-то супер мощный источник, им спокойно хватит любых современных ЦАП усилителей. За это можете даже не переживать. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Набор силиконовых амбушюр и одна пара пенных насадок. Наушники выполнены полностью из медицинской смолы и на мой вкус имеют очень приятный внешний вид с красивым оформлением лицевой панели. И в этом плане Zigat как всегда хороши, так как у них все модели имеют по-своему уникальный внешний вид. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а единственное отверстие для компенсации здесь отведено назад и защищено металлической сеточкой. Ну а на внутренней части находится надпись Odyssey и указана маркировка канала и серийный номер моей модели. Ну а звуковод у них металлический, оптимальный по длине и ширине, с четким бортиком для надежной фиксации амбушюр и защитной сеточкой. Ну и сидят в ушах эти наушники, как и все другие модели компании Zigat, отлично. Здесь мы имеем надежную и достаточно глубокую посадку с отличной звукоизоляцией. И ничего при использовании наушников вам там нигде не давит и не упирается в ухо. В общем, в этом плане тут все реально очень хорошо. И пользоваться ими одно удовольствие. Несмотря на то, что, как и любые другие современные гибридные наушники, они довольно крупные и выпирают немного из уха. Но лично меня это уже давно не беспокоит. Ну и скажу, что амбушюры я сюда сразу советую вам поставить EPZ M100 или Divinus. Они прям отлично подходят к этим наушникам и стоят относительно недорого. И звучание на выходе здесь будет просто мое почтение. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Zigat Odyssey. И сразу скажу, что этот обзор скорее всего будет очень подробный и насыщенный, так как рассказать тут действительно есть о чем. Ну и вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с плавным переходом к области средних частот, где в области нижней середины имеется небольшое добавочное усиление для придания большей пышности и теплоты в этом диапазоне. Но акцент в области верхней середины тут будет даже поменьше, чем у моего таргета, что делает звучание этих наушников в этом диапазоне более нейтральным и теплым и вообще без какой-либо агрессии или резкости в подаче. Да и высокие частоты тут очень даже хороши, и они не имеют каких-то либо лишних таких неприятных пиков или глубоких провалов, и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является очень даже хорошим результатом. Ну а теперь давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Zigat Odyssey, я считаю, что это истинная сила в этих наушниках. Они обладают не только хорошей глубиной, но и замечательной текстурой. Басовые партии в этих наушниках звучат очень выразительно, они четко очерченные и при этом не теряются в общей массе звуков. И самое главное, что необходимая прозрачность и воздушность в низах очень сильно здесь выделяется, так как басы в этих наушниках точно не мутные и не грязные, а очень четкие, точные и аккуратные, что позволяет вам слышать даже самые мелкие детали в инструментах, где используются как раз таки низкие частоты. Особенно любители рока или оркестровых
оркестровой музыки точно оценят возможности этих наушников. Да и что уж там говорить, за счет того, что панча нам тут не пожалели, любители электроники и современной поп-музыки или хип-хопа здесь также останутся довольны, так как панч и необходимая ударность в басах тут присутствует, и она хорошо заметна в ударных партиях кика, так и 808-х басов в хип-хопе. И при этом мне нравится, что эти наушники сохраняют отличную атакующую способность, бас тут не звучит как-то вяло или легковесно, он плотный, с четко выделенной начальной атакой и необходимым фокусом на своем ударе, несмотря на то, что здесь используется всего лишь один динамический излучатель. Но ведь самое-то главное, ребята, какой результат мы здесь имеем на выходе, а делает он свою работу, поверьте мне, просто на отлично. Ну а среднечастотный диапазон у Zigata DSA, как по мне, это просто идеально выдержанный баланс между нейтральностью, теплотой и прозрачностью. Средние частоты звучат очень естественно, аккуратно и плавно, и при этом обладают характерной теплотой в своей подаче, которая как раз и придает музыке необходимую живость и естественность в звучании, но при этом в этих наушниках удалось выдержать необходимый нейтралитет в подаче с отличным насыщением и динамикой, но отмечу, что без какой-либо лишней и чрезмерной агрессии или резкости, то есть небольшое смягчение тут есть, но оно оформлено максимально правильно, поэтому музыкальные инструменты, особенно акустические, звучат очень органично и полноценно, без искусственного упрощения текстуры и без какой-либо сухости тембров, да и гитары передают вам буквально все свое богатство обертонов и послезвучий, а пианино на выходе звучит насыщенно и с хорошим ощущением глубины и телесности, за счет как раз таки небольшого усиления в области нижней середины. И несмотря на вот этот теплый характер, средние частоты остаются очень прозрачными и воздушными, то есть да, этого нам тут определенно не пожалели, так как и детализация в этом диапазоне находится на реально высоком уровне, и прослушивая эти наушники, становится сразу очевидно, что арматурные излучатели тут стоят очень качественные, за счет чего каждый нюанс, будь то легкое дрожание голоса или мельчайшие вибрации инструментов, передаются вообще без каких-либо потерь, причем и вокальные партии в Zigata DSA звучат особенно хорошо, так как голоса имеют необходимую телесность, насыщенность и совершенно не кажутся зажатыми или, так скажем, мутно-густыми, они остаются максимально естественными, натуральными, с хорошей артикуляцией и четкостью в своей подаче, и при этом у вас есть отличное ощущение сцены, так как при прослушивании вокал, так скажем, не прилипает к вам, а звучит так, будто певец находится прямо перед вами, но уже на небольшом расстоянии, то есть слегка выйдя вперед по своему построению. И подводя итог, средние частоты в Zigata DSA это идеальное сочетание нейтральности, тепла и прозрачности. Они звучат естественно, детально и динамично, создавая живую, эмоциональную и уж точно не скучную подачу, где вокал, инструменты и атмосферные эффекты передаются с отличной разборчивостью и разрешением, что делает эти наушники универсальными для абсолютно разных жанров. Ну и высокочастотный диапазон в Zigata DSA максимально сбалансирован, комфортен и очень тщательно настроен, чтобы сохранять хорошую детальность и разрешение, но без какой-либо резкости или излишней яркости. Высокие частоты здесь комфортные, но при этом достаточно открытые в своей подаче, чтобы передать вам сложные текстуры и нюансы музыки, без какой-либо потери информации, так как аналитикой и техничностью эти наушники с удовольствием могут похвастаться. И здесь есть вам и хорошая разборчивость, и прозрачность, и воздух, но при этом самое что важное, тут не теряется естественность подачи, то есть у вас нет ощущения, что, так скажем, здесь какое-то искусственное звучание с каким-то лишним странным окрасом, то есть вот этот момент тут очень хорошо выдержан, и тут совершенно нету никакого странного арматурного тембра, а есть только крайне точная тембральная достоверность, и самое главное, что без какой-либо агрессивности в подаче, причем и макродинамика тут также отлично выражена. Можно легко уловить начальные щелчки удара по тарелкам, тонкие нюансы шуршания перкуссии или обертона инструментов в действительно сложных и динамичных оркестровых композициях. И как по мне, одной из самых сильных сторон высоких частот в этих наушниках является их сбалансированность. Они звучат ясно, детально, но не рисковато, что делает их комфортными даже при длительном прослушивании, особенно на большой громкости. И самое главное, что, ребята, тут нету никакого намека на сибилянты.
или, так скажем, чрезмерную звонкость или остроту у тарелок. Так что женский вокал, скрипки или тарелки в треках передаются максимально чисто, но без намека на излишнюю агрессию и явное выделение всех этих моментов. И любители максимально гладкой комфортной подачи точно оценят эти наушники. Но стоит отметить, что высокие частоты также обладают хорошей атакой и естественным довольно плавным затуханием. То есть звуки тут не обрываются как-то резко и не звучат сухо, а передаются с естественной протяженностью и небольшой даже легкостью. Это особенно будет хорошо слышно уже на живых инструментах, так как тарелки в ударных установках звучат естественно, а струны в акустической гитаре передают вам буквально все свои мельчайшие оттенки звукоизвлечения. Поэтому если вы любите хорошенько так поразбирать и тщательно проанализировать музыкальные композиции, то Zigata DSA вам точно не составит труда осуществить это. Ну и подводя итог, высокие частоты в Zigata DSA — это тонкое сочетание детальности, прозрачности и комфорта. Они дают отличное разрешение и микродинамику, но при этом не перегружают слушателя излишней яркостью или резкостью в подаче. Эти наушники без проблем передают все необходимые нюансы музыки, но делают это достаточно мягко и естественно, без каких-либо резких пиков или сухости. Ну и звуковая сцена в этих наушниках создает действительно впечатляющее ощущение пространства с хорошим сохранением баланса между шириной, глубиной и высотой. Она не кажется какой-то искусственно раздутой, но при этом достаточно масштабна, чтобы звучание не было у вас, так скажем, в голове, как в более простых наушниках, так как музыка в этих наушниках ощущается именно как живое и правильно сформированное пространство, а не просто звуки, так скажем, прилегающие к вашим ушам. Ширина сцены тут также достойна, инструменты и эффекты четко расставлены по панораме, создавая хорошее разделение между левым и правым каналом. Это особенно ощущается в треках широкой стереопанорамой, где реверберация и пространственные эффекты не залипают в центре, а распределяются четко и равномерно по сцене, то есть максимально естественно. Да и глубина сцены в этих наушниках тоже хорошо выражена, передний план остается четким и разборчивым, а дальние звуки имеют нужное затухание и объем. Вокал ощущается немного выйдя вперед перед слушателем, но не слишком близко, а инструменты располагаются, так скажем, уйдя больше в глубину, сохраняя ощущение правильной трехмерности. И как по мне, абсолютно каждый элемент в миксе, прослушивая эти наушники, четко занимает свое место, не наслаиваясь друг на друга, так как разделение инструментов у этих наушников очень точное, что позволяет вам отчетливо различать абсолютно все слои даже в самой тяжелой инструментальной аранжировке. И это дает вам четкое представление о том, где находятся те или иные элементы в пространстве, поэтому можно легко определить, откуда звучит тот или иной инструмент. Это также особенно хорошо будет заметно в живых записях или концертных альбомах, где как раз атмосфера зала передается очень убедительно, создавая необходимый эффект присутствия. И как раз благодаря очень прозрачным средним и детальным высоким частотам сцена здесь звучит очень воздушно и открыто, звуки вам не кажутся какими-то зажатыми или скомканными, а естественно распределяются и располагаются в очень широком и глубоком пространстве. При этом сцена в этих наушниках совершенно не кажется какой-то чрезмерно растянутой или искусственно раздутой, так как она остается максимально естественной и органичной. Но вывод по гибридным наушникам Zigata DSA у меня получился таков. На мой вкус, ребята, это просто потрясающие наушники с очень грамотным и нейтральным мета-тюнингом, и при их прослушивании вообще можно забыть о какой-либо чрезмерной резкости, яркости или излишней энергичности в звучании, так как здесь перед вами максимально комфортный и сбалансированный тюнинг с довольно выделенным и текстурным басом, нейтральной и аккуратной подачей средних частот с достаточно детальными и гладкими высокими частотами без какой-либо остроты и сибилянтов. Поэтому от себя я эти наушники для ценителей такой подачи звучания смело рекомендую к покупке. А ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.